Привет, куберы! В этом видео я расскажу про три новинки последнего времени от GAN, а именно GAN Megaminx, GAN 356R и GAN 356X. Если ты хочешь быть в курсе этих горяченных новинок, то обязательно досмотри это видео до конца, а также мне было бы очень приятно, если ты поставишь этому видео лайк, так как я потратил кучу сил на его создание. Эти переводы презентации просто с ума сойти. А если ты здесь впервые, то я буду рад твоей подписке на канал. Большое спасибо. Начну, конечно же, с Megaminx от GAN. В прошлом видео про новинки от GAN я говорил, что Megaminx будет скорее всего не только черным, но также и цветным. И вуаля, появляются первые фото цветной версии. Также я говорил, что Megaminx будет в двух версиях – магнитный и немагнитный, а также будет самым легким среди вообще всех Megaminx'ов, абсолютно всех производителей головоломок. Это очень хорошая заявка, так как Мега относительно тяжелая головоломка, и каждый грамм на счету. То, что Мега будет цветной, это очень хорошо и говорит о том, что GAN идут в ногу со временем, потому что наклейки переклеивать на Меге это еще тот трэш, учитывая изгибающуюся форму, это вообще не очень хорошо получается. Вообще все бренды потихоньку увеличивают процент головоломок из цветного пластика, и GAN тут не исключение. С первого взгляда Мега по дизайну очень напоминает Мегу от Cyclone Boys. А если подумать, на что еще она похожа, то, наверное, еще и на Мегу от X-Men формы Concave, то есть вогнутую. Если вы помните, у Mafang есть еще и Cube Wing формы Concave, то есть вогнутой. Сначала я очень скептично к ним относился и думал, что как-то странно выглядит, а когда попробовал покрутить руками, оказалось реально очень удобно. И мега вогнутая тоже очень удобно в кручении. И GAN, мне кажется, подсматривают за другими брендами и, не стесняясь, перенимают их успешный опыт. Как мы знаем, X-Men Меги сейчас являются лидерами среди всех мег на рынке. Да и если быть честными, не только Меги, а вообще все головоломки от X-Men. И GAN будет очень сложно конкурировать, что бы они там ни придумали и не предложили. То, что вышла именно цветная версия, мне очень нравится, опять же, по известным причинам, что не нужно возиться с наклейками, да и просто она будет долговечнее. Цена на Мегу будет, как я уже говорил, запредельной. Если топовые Меги от X-Men стоят где-то в диапазоне от 1300 рублей до 2000 рублей, в зависимости от того, магнитная версия или нет, то на GAN цена будет примерно в 1,5 раза выше и составлять от 2500 рублей до 3500 рублей, в зависимости от версии. Как ни крути, я больше чем уверен, что GAN Mega не сможет дотянуться до топовых мегаминксов от X-Men и будет стоить намного дороже, что на мой взгляд не очень хорошо. Напоминаю, что в интернет-магазине головоломок ProCuber сейчас идет грандиозная распродажа, и ты сможешь себе урвать классный кубик или головоломку по отличной цене. Если ты хочешь приобрести себе какой-то топовый кубик Рубика или другую головоломку, например, Мегу от X-Men, то на сайте procuber.ru ты найдешь лучшую цену. А такой кубик, как, например, Valk 3, ты сможешь купить всего лишь за 1000, а Veilon GTS 2M около 1500 рублей. Также доступно много других топовых головоломок от X-Men. Это очень крутые кубы и головоломки, на каждом из которых были установлены мировые рекорды. Может быть, ты хочешь купить что-то подешевле? Не проблема, в распродаже участвуют и недорогие, но очень качественные бюджетки, такие как Mafang Warrior W 3х3, Muyu Guanlong 3х3, Muyu MF2C 2х2 и много всякого. Загляни и выбери то, что подходит именно тебе. Не зевай, так как количество промо-товара ограничено. GAN 356R. Кубик GAN 356R был создан на основе кубика GAN 356S или GAN 356S V2, который в свою очередь был выпущен в 2015 году, аж целых 3 года назад. То есть у него довольно старенькое строение по сегодняшним меркам, а GAN взяли его за основу, переосмыслили, переработали и выпустили один из самых дешевых кубиков GAN на сегодняшний момент и назвали его GAN 356R, а буковка R, на мой взгляд, означает слово Revival, что переводится как возрождение. Это я не сам придумал, это у них такой слоган в презентации у этого кубика. Надеюсь, вы успели соскучиться по презентациям, потому что я подготовил переводы. Как я уже сказал, у кубика было полностью переработано не только внутреннее строение, но и внешний кубик был изменен. Он стал цветным. Напомню, что раньше цветных кубов именно с серии GAN 356 не было. Были только цветные GAN 357, но это уже совсем другая история. Про это как-нибудь в будущем расскажу, если на это будет спрос. Если вы хотите видео про историю кубиков GAN с самого первого куба,
что как было, как они подписали Феликса, когда это произошло, что вообще тогда происходило, то напишите мне об этом в комментариях. Я знаю многое, поскольку был, можно сказать, очевидцем многих событий. В сентябре 2018 года строение GAN 356S было обновлено, и на его основе был создан кубик GAN 356R. Он содержит в себе технологии, созданные GAN за последнее время, и будет стоить примерно в диапазоне от 1000 рублей до 1200 рублей. А что же именно было обновлено? А сейчас расскажу. В первую очередь была обновлена крестовина. В стареньком GAN 356S была крестовина IPG V2, а уже в новом GAN 356R установлена современная крестовина IPG V5 с новыми гайками. Далее все внутренние элементы имеют текстуру SOD. Это нужно для того, чтобы смазка лучше распределялась внутри кубика и эффект от нее был больше. За счет этого уменьшается трение, соответственно расход смазки снижается и кубик крутится намного легче и быстрее. Но с другой стороны я слышал и обратную сторону этой истории, что в соты попадает больше пыли, кубик быстрее сбивается, смазка высыхает и кубик крутится намного хуже и начинает жрать смазку как крокодил. Достигается абсолютно противоположный эффект относительно заявленного. Те, кто крутит кубик GAN на постоянной основе, у меня к вам вопрос. Расскажите в комментариях, как обстоят дела на самом деле, работают эти соты или нет. Далее были обновлены углы, теперь они крепятся на защелках, а не на винте, как в предыдущей версии. Все намного более технологично, а также они имеют бесшовный дизайн. GAN 356R обладает отличными характеристиками, а именно превосходным срезом угла. Вперед он срезает 55 градусов, а в обратную сторону около 30 градусов, что несомненно является очень крутым показателем и обеспечит высокий комфорт при скоростной сборке. Обновленные элементы. Было переделано строение угла и ребра. Теперь оно препятствует распаду кубика, что по-английски называется антипоп, и препятствует перевороту угла при интенсивном вращении, что по-английски называется антифлип. И заключительный слайд в презентации — это то, что самые лучшие в мире спидкуберы и рекордсмены и чемпионы Феликс Земдекс и Макс Парк предпочитают кубики 3х3 от GAN. Пусть это и не GAN 356R, а какой-то более топовый кубик. Комплектация у кубика следующая. Это коробка, инструкция, кубик и отвертка. На этом все. И это удивительно для компании GAN, что больше ничего нет. Но на мой взгляд это хорошо, так как нет ничего ненужного. Цвета у кубика GAN 356R более темные и менее яркие относительно, например, того же GAN 356X. Как мы видим, синий плюс-минус одинаковый, красный более темный, зеленый имеет другой оттенок. На мой взгляд, менее приятный. Я бы хотел, чтобы был салатовый. Желтый вроде тоже более-менее одинаковый. Что я думаю по поводу этого кубика? Кубик очень дешевый, и это офигенно. Те, кто не могут себе позволить самые дорогие кубики от GAN, смогут себе позволить этот кубик. Я так понимаю, первый бюджетку от GAN. Старые кубы GAN 2015 года я в расчет брать не буду, там тоже были недорогие кубы. Данный кубик обладает современными техническими характеристиками, что и другие GAN. Например, он более инновационный, чем GAN SM, если, конечно, не учитывать магниты. В нем более современная крестовина, поверхности SOD, цветной пластик и относительно демократичная цена. Кстати, я забыл сказать, что он без магнитов, собственно, поэтому он и стоит совсем недорого. Важно помнить, что отсутствие магнитов не делает кубик хуже или медленнее, или что-то там еще. Не кубик красит спидкубер, а наоборот, спидкубер красит куб. Спидкуберская мудрость, 2018 год. Кстати, те, кто следят за моим пабликом ВКонтакте и Инстаграмом, знают, что у меня уже есть этот кубик. Я его покрутил, потестировал. Видео с тестами этого кубика можно найти на моем втором канале по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. В целом кубиком я остался доволен. Он шустро крутится, классно срезает углы, он очень хорошо сделан. Большинство инноваций GAN можно увидеть в деле. GAN 356X. Данный кубик официально вышел 30 сентября, и в нем заявлены две основные фишки. Первое — это сменные магнитные капсулы, а второе — это крестовина с гайками с точной настройкой, примерно как в кубике Moyuva Elon GTS 3M, про который я уже делал видео на канале. GAN 356X — это кубик с новой магнитной системой, при которой замена магнитов происходит за считанные секунды. В этом кубике применяется ряд инноваций, некоторые из них уже были в других кубиках GAN, а некоторые применяются впервые. Но я все равно считаю, что стоит упомянуть их все. Про замену магнитов я уже сказал. Далее магнитные капсулы. Всего 4 сета капсул. 3 магнитных и 1 пустой.
Новая система гаек, новые крестовины и новые гайки. Есть две крестовины – IPG V5 и Numeric IPG. Отличие в том, что Numeric IPG применяется со специальными гайками, на которых есть режимы настройки жесткости. Об этом я расскажу подробнее чуть дальше. Опять же, симметричные бесшовные крепления, обновленные соты. Такие соты мы уже видели в кубике GAN 354M. Бесшовная поверхность деталей для более плавного и мягкого вращения. Зеркальная поверхность. Это значит, что шлифовка пластика была выполнена под ноль, до блеска, чтобы поверхность была максимально гладкой. Ну и про то, что куб режет практически любой угол, знают, наверное, все. Говорить много про это не надо. Позиционирование граней магнитами. Во время сборки кубика спидкубер крутит грани на высокой скорости, и из-за этого возможно, что грань будет перекручена или наоборот недокручена. Магниты в деталях помогают решить этот вопрос. Они стабилизируют кубик, и грани при этом вращаются намного плавнее, чем без магнитов. Вероятность ошибки снижается, а точность позиционирования грани повышается. Новая магнитная система. У каждого спидкубера свои предпочтения по поводу силы магнитов в кубике. Многие бренды вклеивают магниты на суперклей, что делает невозможным заменить магниты в будущем. Новый флагманский кубик 2018 года изменит все. Это GAN 356X. С помощью этого куба вы сможете создать свои идеальные настройки за считанные секунды. Магнитная система GAN. Революционная система GAN представляет из себя пазы и магнитные капсулы. Вы сможете менять магнитные капсулы и таким образом регулировать силу магнитов в кубе. Поскольку GAN 356X содержит 36 магнитных капсул, по 12 капсул в каждом сете, это позволяет менять магниты на свой вкус. А если магнитный кубик совсем надоел, то можно поставить четвертый сет капсул, который не содержит магнитов, и получить из магнитного кубика немагнитный. В своем видео GAN уже показали, что замена осуществляется за считанные секунды. Нужно лишь вставить новую магнитную капсулу в паз вертикально вместо старой. Установленная капсула будет вытолкнута и быстро заменится новой. Таким образом вы сможете заменить магнитные капсулы очень быстро. Новая система гаек. Новая система гаек включает в себя специальную крестовину и гайки, которые позволяют тонко настраивать жесткость кубика. Новая крестовина с I-образным концом позволяет переключать положение гаек. На гайке три режима, три разных степени жесткости: 0,6 мм, 0,8 мм и 1 мм. Такая система с тремя фиксированными степенями жесткости мне нравится. Это хорошее решение, которое сделали GAN. Всего будет 4 разновидности кубика GAN 356X, а именно 2 из цветного пластика и 2 из черного пластика с наклейками. Отличаться будут системой крестовины и гаек, с возможностью подкручивать степени жесткости гаек и без нее. Версии из цветного пластика будут стоить примерно 3600 рублей и 3900 рублей, а с наклейками 3700 рублей и 4000 рублей. У Феликса вышло видео с тестами этого кубика, и там он отлично отсобирал несколько попыток. А также у Макса Парка вышло видео, где он сделал средний из 5. Сначала там за кадром кто-то удивлялся, а на последних попытках и сам Макс Парк начал удивляться. Если бы он стабильно на нем так собирал, они бы вообще все не удивлялись таким результатом. А для них это было бы нормой уже, но раз такое происходит, я делал вывод, что это просто шальные удачные попытки. И честно говоря, я не думаю, что этот кубик лучше, чем предыдущие модели от GAN. Кстати, помните, я в предыдущем видео показывал, что у кубика будут элементы внутреннего строения из прозрачного пластика. Так вот, мне кажется, что прозрачный пластик используется в самых дорогих моделях, а Original, или как его еще называют, Primary пластик, используется в более низких версиях. Кубики GAN славятся своим высоким качеством, так как каждый кубик Рубика проверяется вручную. Каждый магнит проверяется специальной магнитной палкой, чтобы убедиться, что соблюдена полярность. Каждый кубик проходит испытание качества и только после этого отправляется на склад. Но, на мой взгляд, даже это не повод, чтобы кубик стоил 4000 рублей. Пусть это и самый лучший кубик Рубика 3х3. С каждым годом цены только растут и становятся все более неадекватными. Я боюсь, что с такими ценами перестанут покупать их дорогущие кубы, если уже не перестали. Если тебе понравилось видео, поставь лайк и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые еще более крутые видосы. Подписывайся на мои инстаграмы, вступай в паблик ВКонтакте, добавляйся в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, на этом у меня все, с вами был ProKuber, собирайте кубики.